У Трампа угрожают Путину. Если Кремль манипулирует Белым домом, то Москва об этом пожалеет. Каким будет американский удар по России? Громкое заявление из Вашингтона. Отказ от территории. На переговорах о мире в Украине обсуждают, кому достанутся порты, АЭС, выход к морю. Какие условия ключевые? Детали. В Москве заявили о готовности начать войну с НАТО. Названо одно условие. Американскому президенту пообещали отомстить. Каким будет ответ хуситов, по которым ударили США? Прекращение огня на 30 дней. Опрос среди подписчиков. Необходимость, пауза перед новым наступлением или бессмыслица? Досмотрите и примите участие. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. День X. Этот понедельник, как обещал Трамп, должен принести положительные новости. О невероятном событии, которое произойдет 17 марта, Трамп заявил буквально перед выходными. Его же посланники намекают, на этой неделе в ближайшие дни состоится разговор между Путиным и Трампом. И, вероятно, Вашингтон услышит что-то положительное о согласии России на 30-дневное прекращение огня. Если же Путин вводит Трампа за нос, то Кремлю не поздоровится. Об этом уже трубят на всю Америку. Путина называют хищником, и оценивать его необходимо не по трехчасовой встрече, а по 30 годам его действий. Так считает известный республиканец, сенатор США Линдси Грэм, тот, который недавно призывал Зеленского уйти. Он считает, что Путин должен принять такие же условия, на которые пошла Украина. Если нет, будет жесткий ответ. Я пока не знаю, но точно знаю, что играть с Трампом – это рискованно. То, что сделал Трамп, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров, было жестко, но сработало. Если Путин действительно хочет мира, пусть принимает перемирие на тех же условиях, что и Украина, и не пытается смешивать перемирие с мирным соглашением. Я бы посоветовал администрации Трампа сказать Путину: ты примешь перемирие на тех же условиях, что и Украина, или нет. Если нет, возвращаемся к политике максимального давления. У меня есть законопроект, который будет принят Сенатом США с подавляющим большинством голосов и разрушит российскую экономику. Я готов продвигать его, если потребуется. Грэм считает, что прекращение огня невозможно достичь, если говорить только с одной стороной. Поэтому контакты с Москвой важны, так как Путин создает проблемы. Это была цитата. Сенатор дважды в интервью повторил, что Путин пожалеет, если попытается обмануть Трампа. В Госдепе также накануне повторили очень громко и ясно: США ждут ответа Москвы. Уже долго думает Путин. Но все же сейчас в Вашингтоне настроены, как говорят, позитивно. Ведь последние контакты с россиянами были, далее цитата, многообещающими. В частности, сам Рубио провел переговоры с Лавровым. Конечно, есть сложности. Это сложная трехлетняя война, которая продолжается на протяженной военной линии с высокой степенью сложности. Никто не утверждает, что это просто. Но я хочу, чтобы все поняли план. План А – добиться прекращения огня, чтобы перейти к плану Б. Этап второй – посадить всех за стол переговоров. Может быть, потребуется искусная дипломатия, но главное – найти способ закончить эту войну раз и навсегда на справедливых условиях, которые учитывают интересы всех сторон. Никто не говорит, что второй этап будет легким, но мы даже не сможем к нему перейти, пока не решим первую задачу. Кому достанется украинская территория, такой вопрос уже открыто обсуждают, в том числе в США. Вновь повторяю, что на уступки и отказ от территории придется пойти. Уже на этой неделе Соединенные Штаты проведут новые переговоры с россиянами и украинцами. Об этом заявил Стив Уитков, который побывал в Москве и более 3 часов говорил с Путиным. Он также озвучил, что в поле зрения и что является предметом споров. Вы уже обсуждаете не только прекращение огня, но и детали возможного мирного соглашения, включая территориальные уступки. Я говорю о том, что прекращение огня предполагает обсуждение того, как прекратить боевые действия на 2000-километровой линии фронта. Есть области, на которые Россия явно нацелена. Есть атомная электростанция, обеспечивающая значительное количество электроэнергии Украине, вопрос о которой также должен быть решен.
Доступ к портам, возможное соглашение по Черному морю – это лишь часть множества элементов, которые нужно учитывать. Сравнивая ситуацию с сектором Газа, где конфликт проходит в ограниченном пространстве, Украина и Россия – это гораздо более сложная территория для урегулирования. Но никто не отказывается от переговоров. Все стороны, включая европейцев, готовы делать все возможное для успешного разрешения конфликта. Еще одна тема, которая на устах в Европе, а теперь и в РФ, это отправка иностранного контингента в Украину после войны. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на виртуальном заседании коалиции желающих 15 марта обсудил планы относительно западных миротворческих сил для Украины численностью более 10 тысяч военных. Об этом сообщает The Sunday Times. Высокопоставленные источники в правительстве Британии заявили изданию, что премьер-министр получил значительно большую поддержку, чем 3 страны, которые изначально предложили предоставить наземные войска, хотя основная часть сил, вероятно, будет из Британии и Франции. На эту информацию уже отреагировали в России. Человек, который ранее пугал ядерной войной, Медведев, теперь заявляет, что РФ будет воевать с НАТО, если иностранцы будут отправлены в Украину. Макрон и Стармер прикидываются дурачками. Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы пошлем десятки тысяч. Просто объясните, что вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Посоветуйтесь с Трампом. Отморозки. Друзья, что думаете о сегодняшнем дне? Каких новостей ожидаете от американской стороны? Напишите об этом в комментариях, а также примите участие в нашем опросе в разделе «Записи». Вопрос звучит так. Необходимо ли прекращение огня? Первый вариант ответа – да, все устали от войны, это большой шаг к миру. Второй вариант ответа – нет, прекращение огня – это лишь пауза перед новым наступлением противника. Третий вариант ответа – стоит попробовать, если кто-то нарушит, то воевать до победного конца. Результаты и ваши комментарии обсудим в следующем выпуске. Йеменские хуситы угрожают Трампу после авиаударов, за которыми он лично наблюдал. Ситуация на Ближнем Востоке обостряется. После серии американских ударов с воздуха по позициям хуситов в Йемене военный представитель движения хуситов Яхья Сария сделал громкое заявление о готовности атаковать американские военные корабли в Красном и Аравийском морях. Вооруженные силы Йемена без колебаний атакуют все американские военные корабли в Красном и Аравийском морях в отместку за агрессию против нашей страны. С помощью всемогущего бога вооруженные силы Йемена продолжат морскую блокаду израильского противника и запретят его кораблям находиться в объявленной зоне операции до тех пор, пока в сектор Газа не будет доставлена помощь и предметы первой необходимости. Напомню, в ночь на 16 марта американская авиация нанесла 47 ударов по целям в Йемене. Под обстрел попали сразу несколько провинций. По заявлениям хуситов, в результате атаки погибли десятки человек. Многие получили ранения. Американские удары стали ответом на прошлые атаки хуситов на международное судоходство в Красном море. С конца 2023 года группировка Ансар Аллах регулярно атаковала торговые суда под предлогом поддержки Палестины и блокады израильских кораблей. США и союзники неоднократно предупреждали хуситов, но атаки не прекратились. Последним было предупреждение американского президента. Он предупредил хуситов-террористов, что они испытают муки, которых ранее не испытывали. Известно, что американцы усилили свою военную операцию в регионе, нанося удары по позициям группировки. Советник Трампа уже отчитался. Их атака дала результат. Были ликвидированы несколько лидеров хуситов. Новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. Если хотите, чтобы это видео увидело больше людей, поставьте лайк. А если у вас есть возможность поддержать канал, в описании есть информация о том, как это сделать. До встречи!